Друзья, привет! Это видео я решила записать с голосом, так как многие просили. В видео будет приятная медитативная музыка, иногда мой голос и шепот, звуки мыла, воды, а также хруст. Надеюсь, вы расслабитесь и, возможно, кто-то под такое видео уснет. Пишите в комментариях, получился ли у меня АСМР-эффект и нравится ли вам такой формат. И я буду делать залипушки из порезанного мыла и разных остатков. Возможно, кто-то из вас хотел сделать новое мыло, например, из скопившихся обмылков и не знал как. Я думаю, таким же способом можно это сделать, как и я в этом видео. Только для начала поломать или нарезать обмылки на мелкие куски. Также можно просто натереть их на терке. И далее сделать так же, как я расскажу и покажу. Итак, сначала измельчаю мыло любым способом. Я использую стакан или любой доступный предмет для давления на кусочки мыла. Если у вас есть кофемолка, можно использовать ее или любую другую технику для измельчения, будет даже лучше. Но приготовьтесь к мыльной пыли. Воспользуйтесь маской или респиратором. Чем мельче будет крошка, тем лучше. Так мыло при высыхании с большей вероятностью не будет трескаться. В конце видео я покажу разницу между готовыми брусками мыла. В одном случае я использовала мыльную пыль, а в двух других более крупные кусочки. Далее все это я заливаю теплой или горячей водой. Лучше сначала налить поменьше и в процессе перемешивания добавить еще. Если будет много воды, мыло также может начать трескаться при высыхании. Смешиваю крошку с водой. Должна получиться масса, как пластилин, не жидкая.
придаю любую форму мылу. Очень удобно лепить что угодно, когда крошка как пыль. Вот так получается в итоге. Теперь это мыло можно немного помылить в холодной воде, чтобы оно стало гладким. И кладем на сушку на полотенце. Достаточно одной ночи. Можно им пользоваться или резать кубики на этом мыле. Также можно сделать розочки. Сейчас я сделаю еще два вида мыла из других остатков. А вы можете послушать еще такой приятный хруст от очень мелких, тонких и очень сухих крошек. Здесь я налила слишком много воды и пришлось досыпать крошки неизмельченные. Быстро начали образовываться мыльные гели, пенка. Лепить уже не так легко, и это совсем не похоже на пластилин. Не повторяйте моих ошибок. Такое мыло не очень приятно мылить, потому что основная масса из мелких крошек быстро смыливается, а крупные кусочки дольше и остаются выпуклыми.
кусочки мыла получились. После ночи сушки видно, что синие и желтые начали уже трескаться, а эти зелененькие очень гладкие. Такие намного приятнее использовать, нет никаких бугорков. Спасибо за просмотр и добрых снов тем, кто уже засыпает.